Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке покажу, как вязать вот такое сердечко в квадрате, такой замечательный мотив крючком, который подойдет для чего угодно, для пледа, для одежды. Смотрите, я покажу, как невидимо переходить на новый ряд, как красиво скрывать ниточку, когда мы вывязываем вот это сердечко, чтобы нигде не было видно переплетения нитей. Смотрите, как сердечко выглядит с изнаночной стороны. Вот это лицевая часть. Сердечко будем вязать из шнурочка Карамель Бэби 2 мм. Такой шнур заказать можно со скидкой 10% по моему промокоду. Все реквизиты оставлю в описании под роликом. Вязать будем крючком номер 3. Приступаем. Итак, изначально мы делаем колечко, вытянули, провязали первую петельку. Смотрите, как я формирую первый столбик с накидом. Я провязываю еще одну петельку и 2 воздушные петли. Вот это у меня искусственный столбик с одним накидом. Далее мы вяжем второй столбик с одним накидом, третий. Итак, далее провязываем 2 воздушные петли и снова в кольцо провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Снова 2 воздушные петли. Таким образом мы как бы формируем квадратик. Так, снова 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и формируем еще одну грань, 3 столбика с одним накидом. 2, 3. Смотрите, стягиваем наше колечко, и вот получается у нас такой квадратик, да? Осталось довязать последний угол. Хорошо стянули. Итак, теперь закрываем наш первый ряд и переходим на второй. Провязываем в уголочке полустолбик с одним накидом. Сделали накид, 1, 2, 3, третью петельку. И так как это полустолбик, то все 3 петли мы провязали вместе. Все, первый ряд у нас готов. Далее ныряем, захватываем ниточку, провязываем 2 петли вместе и 2 воздушные петли. Это у нас первый столбик с накидом. Далее сюда в уголок провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Так, переходим к следующему уголку. Мы провязываем 1 воздушную петельку и в уголочек мы провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. В уголках мы будем все время так провязывать. 1, 2, 1, 2, 3. То есть уголочки мы постоянно провязываем так как у нас это всего лишь второй ряд, то вот здесь, переходя к новому уголку, мы провязываем 1 воздушную петельку. И в уголках снова мы вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Провязываем снова наш уголочек. 1, 2. Третий ряд уже у нас будет самое интересное, когда мы начнем формировать наше сердечко. Уголок. 2 воздушные петли и снова 3 столбика с одним накидом. 2, 3. Так, переходя к новому уголочку, 1 воздушная петля и снова мы формируем еще один наш угол. 3 столбика
с одним накидом, третий столбик, 2 воздушные петельки, снова 3 столбика. Раз, два, три. А в этом уголочке нам останется только провязать 3 столбика с одним накидом и закрыть наш ряд. Так, воздушная петля между ними и провязываем. Раз, два, три. Итак, закрываем наш второй ряд, делаем накид. Смотрите, раз, два, три, в третью петельку. И провязываем такой вот не полноценный столбик с накидом, а полустолбик. Все вместе провязали. Потом нырнули, захватили ниточку, провязали 2 петли вместе, еще 2 воздушные петли. Вот такой наш первый столбик с одним накидом. Далее сюда в уголок провязываем еще 1, 2 столбика с одним накидом. А далее вот здесь посерединке 3 столбика с одним накидом мы провязываем уже другим цветом. Смотрите, вот таким вот образом накинули нашу ниточку, вот так вот изнутри, захватили новый цвет. Так, хвостик спрятали и провязали воздушную петельку, затянули. Теперь так как мы вот этот третий ряд будем вязать 2 цветами, очень важно, чтобы наши ниточки переплетались так, чтобы их не видно было при вязании. То есть смотрите, как связан вот этот мотив, у нас нигде не видно переплетения нитей. И у нас получается вот такое красивое сердечко в квадрате. Итак, смотрите, что же мы делаем. Мы сейчас вяжем светлым цветом, да, значит, ниточку темного цвета мы вот таким вот образом накинули. Вот накинули, делаем накид, сюда провязываем. Так, раз, сделали ниточку, опустили и довязали наш столбик с одним накидом. Далее снова ниточку накидываем вот таким вот образом, делаем накид, провязываем второй столбик, не довязали, ниточку перебросили, закрыли. Третий столбик. Один раз провязали, ниточку опустили и закрыли. Вот, смотрите. Здесь мы уже ввели новый цвет, мы формируем наше сердечко. Далее, вот этот уголок мы снова будем провязывать бордовым цветом. То есть у нас на углу, как всегда, будут идти 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. То есть нам надо снова перейти на другой цвет. Значит, мы теперь вот эту ниточку накидываем, да, и вот так вот провязываем петельку бордового цвета. И далее в уголок провязываем теперь светлой ниточкой, мы ее накидываем, чтобы ее не потерять, потому что дальше она нам понадобится. Перекинули, провязали, здесь немножко подтянули. Так, серединка у нас также идет бордовым цветом, поэтому мы вот так вот 2 петли провяжем. Немножко подтянули, чтобы у нас ничего не было видно. И далее снова накидываем светлую ниточку и вяжем уголок бордовой. Здесь ее перебросили, провязали. Немножко подтянуть, чтобы ее не было видно. Так, немножко можно подтягивать.
Вот, смотрите, какой красивый уголок у нас получился. Да, далее здесь мы снова будем провязывать 3 столбика с одним накидом бордовым цветом. Поэтому светлую ниточку накинули, провязали одну воздушную петлю, далее снова ее накинули и провязываем 3 столбика с одним накидом. Вот таким вот образом. Ниточку можно подтянуть. Так, снова накидываем. Все, смотрите, какая красота у нас получается. Так, далее, вот как наше сердечко смотрится. Вот таким вот образом. То есть здесь уголок мы уже провязываем светлым цветом. Светлый уголок. Далее идет у нас снова темная ниточка. Так, то есть сейчас мы переходим на светлый цвет. Так, как переходить на светлый? Опять же, накидываем ниточку нашу. Раз, провязали, тянули. Бордовая накидываем. Можно так уже побыстрее немножко делать. Так, здесь 2 воздушные петли. Далее накидываем, снова в уголок провязываем 3 столбика с одним накидом. Так, накинули бордовую ниточку и довязываем второй столбик. Третий столбик подтянули. Далее вот здесь посерединке у нас 3 столбика, мы формируем сердечко, да, они у нас, это низ сердечка, они у нас темным цветом, поэтому светлую ниточку набросили и провязали, подтянули. И сюда посерединке мы провязываем 3 столбика с накидом темного цвета. Вот так можно быстрее делать. Смотрите, вот так набрасываем. Я вначале вам медленно показывал, так значительно быстрее, да? Далее мы переходим на светлый цвет. Опять уголочек у нас будет светлым цветом. Поэтому провязали, стянули, бордовую ниточку не теряем. И провязываем, как всегда мы вяжем уголок. Вот если накидывать, то вот так вот, как я вам показывала, медленно, да. Здесь у нас уголочек, он идет светлым цветом, то есть мы дальше пошли, темную ниточку набросили и далее провязываем уголок. Вот, если помедленнее, то вот так ниточка набрасывается и 2 петли провязываются вместе. Набросили бордовую нить, провязали 2 петли, завели эту ниточку за петельки и снова провязали. Две петельки провязали, ниточка за петлей, снова провязали. Так, теперь вот наше сердечко, да, вырисовывается. То есть вот эта боковинка у нас снова темного цвета. Значит, светлую ниточку заводим. И будем сейчас вязать бордовым цветом. Светлую накинули, сделали накид. Один раз провязали, обратно ниточку.
и провязали. Вот таким образом мы, так, накид не сделала, мы провязываем, да, чтобы у нас два цвета как бы идут, вот именно когда мы формируем сердечко, чтобы не было видно никаких переходов. Смотрите, переходов никаких нет. Так, и осталось закрыть вот это ушко, там откуда мы начинали, оно опять же идет бордовым цветом, поэтому светлую натягиваем. Два. Так, накид не сделали. Третья петелька. Итак, смотрите, мы закроем наше это сердечко темным цветом, то есть делаем накид, раз, два, три в третью петельку, полустолбик с накидом, все вместе провязываем. Так, и далее нам надо перейти на светлую ниточку, поэтому мы аккуратно вот так вот опять же накинули. Итак, теперь переходим на новый 4-й ряд и провязываем наш первый столбик с накидом. Так, провязали 2 петли вместе, 2 воздушные петли. И далее в уголочек еще 2 столбика с одним накидом. Так, всю ниточку эту я сейчас обрежу и спрячу, чтобы она нам не мешала. И далее весь 4-й ряд мы с вами вяжем, уже он весь будет светлый, 4-й и 5-й. Смотрите, в уголочках мы, как всегда, будем провязывать 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Здесь между 3 столбиками у нас будет по 1 воздушной петле. Раз, два, три, 1 воздушная петелька. Раз, два, три. Переходим к уголочку. 1 воздушная петля и угол формируем 3 столбика. Раз, два, три, 2 воздушные петли и снова 3 столбика. Раз, два, три. Вот таким образом провязываем по всему периметру. Здесь далее мы наберем 1 воздушную петельку, провяжем 3 столбика с накидом, снова 1 воздушная петелька, 3 столбика, а на уголочках между 3 столбиками по 2 воздушные петли. Вяжем 4-й ряд, а я вам покажу, как красиво перейти на последний ряд, чтобы потом у нас не было видно нигде закрытия ряда. По всем сторонам было одинаковое количество петелек для удобного соединения наших мотивов в полотно, например, в плед. Итак, довязываем наш 4-й ряд. И теперь я закрою ряд немножко по-другому. Для того, чтобы, я вам уже говорила, чтобы последний наш ряд красиво закрыть, и все стороны у нас были одинаковыми. Так, провязываю 1 воздушную петлю и доделываем наш уголок, довязываем. Раз, два и 3 столбик. Так, и теперь мы закрываем, да, делаем накид и раз, два, три, 3 петельку, и мы теперь провязываем не полустолбик с накидом, а провязываем 1, 2, ну то есть полноценно провязали столбик с одним накидом. Так, ныряем, вытягиваем петельку, провязали и 2 воздушные петли.
Сюда снова ныряем, провязываем 1 столбик с накидом и 2 воздушные петли. То есть мы провязали уголок неполноценный. Здесь нам остается довязать. Смотрите, сейчас еще сюда в уголочек провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. То есть такой неполноценный уголок. Когда будем заканчивать этот ряд, сюда нам останется в угол провязать еще 1 столбик. Да? Так, и далее между следующими столбиками 1 воздушная петля. Мы провязываем 1, 2, 3. 1 воздушная петля. 1, 2, 3. Воздушная петелька. 1, 2, 3. Воздушная петелька. Уголок, как всегда, мы формируем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. И снова 3 столбика с одним накидом. А далее уже между нашими этими кластерами, скажем так, которые у нас идут по 3 столбика, мы провязываем просто воздушную петельку. 1, 2, 3, воздушная петля. И так вяжем до конца этот наш ряд. Я покажу, как красиво закрыть весь этот 5-й ряд. Так, смотрите, довязываем наш 5-й ряд. Вот здесь в уголочке нам осталось провязать еще 1 столбик. Да? Сначала воздушную петельку и сюда провязываем еще 1 столбик с накидом. Ниточку обрезаем. Вытягиваем петельку и формируем, просто не закрываем, так как мы обычно старались закрывать, а чтобы все стороны были у нас одинаковые, с одинаковым количеством петелек, мы просто вот так вот сделаем как бы искусственную петельку, да, заводим крючок с изнаночной стороны именно в ту петлю, которая между 2 столбиками. Вытянули наш шнурочек, заходим с изнанки идем под перемычку и под полупетлю и захватываем нашу ниточку. Смотрите, тогда подтянули, сосчитали количество петелек, видите, нигде не видно переходов. Все стороны у нас одинаковые, то есть это для того, чтобы удобно потом эти мотивы было соединять между собой. Итак, вот такой у меня получился мотив. Вот такое сердце в квадрате. Смотрите, изнаночная сторона. Нигде не видно никаких переходов. Вот второй мой мотив. Поэтому, если полезен был видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.